Какой сюрприз! Еще вчера вечером здесь был только один маленький-маленький росточек, а утром вот так, после ночи. Я вчера их поругала, что ничего из этого не выйдет. И сегодня утром меня уже ждал приятный сюрприз. Но посмотрим, как будет расти дальше. А, Жижуха, смотрите. Здесь уже все в порядке. Итак, друзья мои, Страстная неделя уже стартовала, и отсчитываем дни до Пасхи. И поэтому эта неделя будет очень и очень насыщенная по всем пунктам. Что же это будет? Во-первых, принимая во внимание то, что Пасха – это все же самый большой и самый главный праздник в году для христиан, не Рождество, как некоторые могут думать, когда елка, подарки и все тому подобное, много декора, Новый год. Нет, Рождество – это очень важный праздник в христианстве, но самый главный и самый такой существенный – это Пасха. Поэтому здесь нужно особенно подготавливаться. Но это не значит, что мы готовимся только визуально, да, вот эти декоры, которые я показывала и которые еще буду делать, и буду вам еще показывать то, что я готовлю. И в Польше также этого множество всего вот этого, этой красивой декоративной оболочки. Но кроме этого поляки также готовятся духовно. Как же это происходит? А так, в каждой парафии, в каждом приходе есть такие 3 дня, которые называются реколлекции. Я не знаю, или что-то такое есть в православии, поэтому если есть, обязательно напишите в комментариях, если нет, тоже напишите, что же это такое. Это такие дни, когда мы духовно приготавливаемся к праздникам. Каждый приход приглашает какого-то священника, который этим занимается, который готовится к такому виду богослужений. Это не то, чтобы другое богослужение нет. Это службы в костеле происходят так же, как и они и происходили. Только во время службы есть особый такой, как бы сказать, казание, это проповедь. И этот священник, который готовит такие 3-дневные пасхальные встречи, он как-то по-другому готовит, более такие грунтовные, такие, как сказать, осмысленные, что ли, эти проповеди, связанные вот с припоминанием символов веры, смысла жизни, вот, которые как бы помогают человеку лучше духовно подготовиться к Пасхе, да, понять правды веры, понять фундамент веры, вот, чтобы человек так духовно настроился на Пасху. Это происходит 3 дня. Также 3-дневные такие реколлекции происходят в школах средних, в техникумах также. Это по-разному организовывается. Раньше в эти 3 дня у детей не было занятий, они занимались только вот с священником. Сейчас же, я не знаю, я не скажу, что это во всей Польше, в том регионе, где мы проживаем, сейчас такого нету. Сейчас просто уделяют 2-3 часа во время занятий. Дети идут на специальные занятия со священником или идут, например, в костел, в близкий костел, который находится около школы, на службу, или же это делают в спортивном зале. Это все зависит от того, как организует священник эти встречи с детьми, но уже нету такого, что все 3 дня дети вообще не имеют занятий. Это, может, где-то в регионах Польши есть такие города, такие поселки, где все-таки отменяются занятия. Кто из Польши, обязательно отпишитесь, также скажите, как у вас. Или это так же, или по-другому. Вот. Есть католические школы, которые на 3 дня организуют поездки куда-то в такие места, для этого приспособленные, где дети 3 дня проводят на вот таких вот занятиях духовных. Это все зависит от типа школы. Тут можно
Тут все организовывает директор или, например, органы местные, так что это все зависит от места нахождения, где вы живете, да, как это все происходит. Но такие реколлекции везде есть, и есть возможность в них принимать участие. А для взрослых это, конечно же, как я сказала, в каждом приходе 3 дня. Это зависит от священника, когда он пригласит кого, когда он это организует, он это объявляет, и такие 3 дня. Может это быть пятница, суббота, воскресенье, или же воскресенье, понедельник, вторник. Все тоже зависит от священника, как он это организует. Например, в нашем приходе это всегда пятница, суббота, воскресенье. А когда-то мы жили в другом приходе, там было всегда начиналось воскресенье и потом понедельник и вторник. Но мне кажется, что такая формула пятница, суббота, воскресенье намного удобнее, потому что пятница вечером прийти в костел, это ты уже в субботу никуда не идешь, никуда не спешишь. В субботу тоже можешь после обеда найти время, а в воскресенье это уже в зависимости от того, на какое время ты приходишь, там уже будут эти проповеди на каждом богослужении. Так что вот так это все происходит. Так что поляки очень серьезно готовятся также духовно, и также обязательно нужно пойти исповедоваться перед Пасхой. Если вы не делаете это перед другими праздниками, то хотя бы перед Пасхой обязательно это нужно сделать. И поэтому пункты, где можно исповедоваться, у них километровые очереди, вот, уже ближе к праздникам, и потому что каждый старается эту как бы заповедь исполнить. А теперь к самым праздникам. Некоторые могут подумать, что Пасха это только пойти на службу в воскресенье. Нет, это не так. В Польше праздники начинаются, внимание, в четверг. Да, в четверг в вечерней литургии начинают праздники. Это называется тридуум пасхальное, то есть 3 дня перед Пасхой, четверг, пятница и суббота. В четверг это, как бы сказать, богослужение, посвящено последней вечере, когда Иисус пребывал со своими апостолами, обмывал им ноги, и священник также во время литургии в четверг приглашает прихожан и моет им также, ну символично, конечно же, но обмывает им ноги. В этот день это установление Евхаристии, вот, и эта литургия начинает, вот тридуум пасхальное, то есть по сути начинаются празднества от четверга. То есть в четверг, потом в пятницу это Страстная пятница, это Великий пост, когда можно досыта покушать только один раз, на завтрак немножко что-то перекусить и на ужин тоже, а так вот досыта один раз пообедать. Вот это пост не только по количеству, но и по качеству, то есть никакого мяса, сладостей такого кушать нельзя. Рыбу кушать можно, яйца можно, то есть главное, чтобы не кушать мясо в этот день и слишком не переедать. Это такой строгий пост в этот день. И в костеле также есть богослужение, проводится крестный ход. Вот, все идут в костел. В субботу также 3-й день тридуум, есть литургия. Люди приходят помолиться около гроба Иисуса, и также в субботу целый день можно светить еду перед Пасхой, то есть куличи и то, что люди приносят в корзиночках. Я вам покажу нашу корзиночку, то есть там должен быть кусочек хлеба, соль, перец, кусочек какой-то ветчины, кулич, яйца обязательно. Вот, это такой классический набор. Это также люди идут светить в субботу, но и потом это уже кончается тридуум, и в воскресенье утром праздничная резурекция. Это такая служба, которая происходит очень рано утром, то есть резурекция – это воскрешение Иисуса.
вот, и такая очень-очень торжественная, такое очень торжественное богослужение. Ну и потом в воскресенье богослужение происходит по графику, как в каждое воскресенье. И на этом не конец, потому что есть еще понедельник, это также выходной день, он называется обливной понедельник, ляны понедельник, когда тоже есть богослужение, когда священник как бы святой водой всех кропит святой водой, но есть традиция обливаться водой, и здесь уже все зависит от вашего прихода, потому что бывают разные. В нашем приходе никаких таких эксцессов никогда не было, но есть такие, где стоят уже, обливают ведрами, не знаю, ковшиками люди обливаются, есть и такие вот эксцессы. Не знаю, как сейчас, вот мы вот входим в нашу парафию, мы потом уже не ходим по улицам, чтобы не получить водой. Если в деревнях, то прибывают даже такие, что прибегают к соседям с ведром воды и могут на пол в кухне вылить пол ведра воды или больше. Вот, и есть и такие люди. Конечно же, я вам буду все еще, то, что мы будем переживать, я вам буду показывать еще в своих роликах. Но сегодня так я хотела вам просто рассказать, как и что нас ждет на этой неделе. Постараюсь вам заснять разные блюда, также какие-то предложения по поводу Пасхи. Так что не пропускайте, смотрите, заглядывайте. Думаю, что вам будет очень интересно узнать, как Пасха происходит в Польше. До новых встреч, друзья. Пока-пока. Если вам понравилось, поддержите меня обязательно пальчиком вверх и подпишитесь на мой канал. Всего вам доброго.